Чемпионке Европы Алене Косторной не позавидуешь. На первом же старте сезона ей придется доказывать, что переход от Тутберидзе к Плющенко не был грандиозной ошибкой. А сделать это без тройного акселя практически невозможно. Неужели лучшая фигуристка прошлого сезона обречена на роль второго плана и скорый уход из ангелов Плющенко? Тутберидзе сделала Косторную идеальной фигуристкой. Переход Алены Косторной в Академию Плющенко изначально казался сомнительной затеей. В отличие от Александры Трусовой, которая весь прошлый сезон была в команде Тутберидзе аутсайдером, Косторная неожиданно выбилась в лидеры. Стараниями Этери Алена превратилась в самую сбалансированную фигуристку планеты, которая компенсировала отсутствие четверных блестящим тройным акселем и значительно превосходила оппоненток по оценке за компоненты. Всего за несколько месяцев Косторная прошла путь от девочки, которой ничего не светит без ультра-Си, до сильнейшей фигуристки мира. Это подтверждается и двумя действующими мировыми рекордами, и статусом победительницы крупнейших международных соревнований прошлого сезона, финала Гран-при чемпионата Европы. А затем также неожиданно решилась на смену тренера. Что именно не устроило Косторную в работе с Тутберидзе, до сих пор загадка. Их сотрудничество казалось логичным и взаимовыгодным. Алена не раз говорила, что не собирается надолго оставаться в фигурном катании. В успех тандема Косторная, Плющенко изначально мало кто верил. На контрольных прокатах сборной России опасения только усилились. В короткой программе Алена выглядела медленнее и тяжелее, чем в прошлом сезоне, и обошлась без тройного акселя. А от произвольной и вовсе отказалась по причине ее неготовности. Пока Саша Трусова удивляла всех своим прогрессом в скольжении и интерпретации, Косторную снова начали записывать в аутсайдеры. Косторная еще не выступала, а ее уже списали со счетов. Поразительно, но в разговорах о фаворитах сезона имя действующей чемпионки Европы и обладательницы двух мировых рекордов звучит все реже. Если Щербакова и Трусова по-прежнему фигурируют во всех прогнозах, то место Косторной в этих обсуждениях заняла Камила Валиева. Именно ей прочат борьбу за медали чемпионата России вместе с Аней и Сашей. Парадокс в том, что Алену практически списали со счетов еще до ее первого турнира в сезоне. И как раз поэтому этап Кубка России в Казани станет для нее чуть ли не главным стартом сезона. Причем Косторная находится в заведомо проигрышной ситуации, поскольку сравнивать ее будут с ней же самой образца прошлого сезона, когда она собирала восторженные отзывы и большие титулы. Переход к Плющенко был ошибкой. Поклонники Косторной надеются, что в Казани 17-летняя фигуристка снова всех удивит и покорит. Но говоря объективно, предпосылок к этому мало. И главная загвоздка – тройной аксель. Алена частенько появляется в инстаграме Академии Плющенко, но от нее мы видим только вращения и отрывки программ с каскадами из тройных прыжков. Между тем, если бы у нее был тройной аксель, то ангелы наверняка бы им похвастались. Проблемы со своим коронным элементом начались у Косторной еще на сборе с командой Тутберидзе в Новогорске. Уже тогда фигуристка признавалась, что восстановить тройной аксель никак не удается. Говорили, что это и послужило причиной перехода к Плющенко, ведь там уже работал Сергей Розанов, который ставил ей этот сложнейший прыжок. И если это действительно так, то расчет спортсменки не оправдался, сезон уже в разгаре. А акселя как не было, так и нет. Возможно, конечно, что Алена с тренерами держит все в строгом секрете и готовит сюрприз фанатам. Но зная любовь Плющенко к медийности, это почти исключено. Даже в интервью обычно многословный Евгений насчет акселя Косторной предпочитает тактично отмалчиваться. Плющенко заранее подготовил себе подушку безопасности, тренер не раз говорил, что Алена пришла к нему в нулевой форме, да еще и с травмой. Возможно, он заранее настраивает публику на то, что даже чистый прокат без ультра-Си будет для них победой. Поражение Косторной ударит по имиджу Плющенко. Не хочется сгущать краски, но для Косторной отсутствие тройного акселя действительно сродни катастрофе. Она не только сильно потеряет в оценке за технику, заменив тройной аксель двойным, но и рискует лишиться стабильности в исполнении других прыжков.
Исчезновение тройного акселя свидетельствует об изменениях в организме, к которым, судя по всему, Алене пока не удалось приспособиться. Если Косторная способна опровергнуть тревожные прогнозы на свой счет, то делать это надо уже в Казани. Кажется, что у нее кредит доверия в Академии Плющенко ниже, чем у Александры Трусовой, поэтому любая неудача может подтолкнуть Евгения к мысли о расставании со спортсменкой, которая портит его имидж. Чем дольше Алена проработает в его академии, тем сложнее Плющенко будет объяснять ее спад наследием Тутберидзе. В случае неудачных результатов Евгению будет выгоднее попросить Алену из своей академии, и как можно скорее перевернуть страницу. Вот почему Плющенко может избавиться от лучшей фигуристки мира. Поэтому в плане карьерных перспектив этап Кубка России в Казани для Косторной едва ли не важнее, чем все победные турниры прошлого сезона. Источник статьи интернет-издание «Чемпионат».